Итак, что сегодня будем готовить? Сегодня мы будем готовить стейки. На рынке вот попалась вот такая вот шикарнейшая говядина, вырезочка. Я уже не стал на камеру вам показывать, как вырезку эту зачищать, обрабатывать. Это все было уже в предыдущем нашем видео, где мы готовили стейки. Сегодня я уже подготовил вот такие вот 6 стейков филе миньон. Вы уже вспомнили, да, что это самый нежнейший стейк, который вообще может быть в говядине. И сегодня я хочу вам показать, как его сделать по технологии су-вид. В чем заключается технология? То есть мясо долгое время готовится при низких температурах. Белок у него начинает уже практически сворачиваться, но оно еще остается сырым. Поэтому, когда мы его будем обжаривать, нам нужно будет меньше времени. А чем меньше времени, тем меньше, соответственно, будет проникать вот это вот тепло внутрь мяса, и мясо будет оставаться сочнее. Что из этого получится, давайте вместе посмотрим. Для начала мы берем эти кусочки и их немного маринуем. То есть простой у нас маринад будет — это соль, перец, подсолнечное масло. Все так обильно их солим со всех сторон. Маленько так их постукиваем, пожмякиваем, переворачиваем. Процедуру повторяем. Все это дело подсаливаем. Можно чуть-чуть, можете побольше, чтобы потом уже не досаливать. Но это уже как у каждого по вкусу. Также перца. Я перца много кладу, вы как хотите. Я люблю, чтобы прям аромат перца был просто обалденный. Остроты он как таковой больно-то не дает, но аромат дает большой. Но здесь говорю уже по желанию. И, в общем, поливаем их, это все дело, маслом. У меня обычное подсолнечное, без запаха. Соответственно, оно даст нам раскрыть специям их вкус. Все это дело обваливаем. Здесь уже ничего такого военного нет. Итак, мы подготовили, все, замариновали наши стейки. Так, все, мы мясо уже приперчили, посолили. Теперь нам нужно их, вот эти вот кусочки все положить, так сказать, запихать в пакеты для вакуумирования. В пакеты для вакуумирования также добавим розмарин. У меня мороженый. Смотрите, ну будет у вас розмарин, не будет его. Если не будет, ну и бог с ним, можете без него, как все равно будет вкусно. Но у меня был замороженный, поэтому я буду делать с ним. Чесночок вот так вот сейчас мы просто ножом его маленько раздаем, чтобы он чуть-чуть свои эфирные масла уже отдал. И будем вместе с чесночком наше мясо в эти пакетики вакуумные запихивать. Все раздавили. Теперь берете вакуумный пакетик. Я буду по 2 кусочка закладывать. Закладывайте туда кусочек стейка. Все, он у нас уже с перцем, с солью. Туда засовываем розмаринчик, чесночок. Все это дело так поверх укладываем. И сейчас мы будем это дело все вакуумировать. Так, итак, все мясо у нас в пакетиках для вакуумации. У меня вот такой простенький вакууматор. Можете купить как бы недорогой, для таких вещей он вполне подходит. Запускаете, как у вас там по инструкции. И все. Воздух постепенно отсасывается. И у нас получаются вакуумированные такие красивенькие брикетики с нашим шикарным стейком филе миньон. Вот. Ну все, в итоге получаются вот такие вот красивые брикетики с розмаринчиком, с чесночком. Там просто бомба. Это все может полежать. По-хорошему бы, конечно, полежать этому день. Но у нас это лежать не будет нисколько. Мы сейчас сразу будем заряжать все это дело в су-вид. Ну а если у вас есть время, вы можете от 2 часов, от скольки хотите. В общем, чем дольше, тем лучше. Ну, если есть возможность на ночь, то на ночь.
все это дело обменяется запахами, вкусами и будет просто бомбяо. Так, итак, вот у меня вот имеется вот такая вот приблуда под названием су-вид, который может держать температуру воды, любую заданную, там до 1 градуса у нее разбег, можно 27 поставить, 36, 65, 67, неважно. Она до 2 суток может держать температуру при определенном режиме и, соответственно, помогает готовить при низких температурах, что мы сейчас и будем делать. Я здесь выставил сейчас 58 градусов. Час 30 наши стейки проведут вот в этой воде под 58 градусов. То есть мы их туда вот в вакуумных пакетиках так закладываем и забываем про это все дело на 1,5 часа. Через 1,5 часа мы с вами встретимся. Так, ну все, друзья, наши стейки в су-виде простояли при 58 градусах 1,5 часа. Сейчас я покажу, что из этого вышло. У них много внутри сока. Он нам совершенно не нужен. Вот так вот они выглядят. Я вам так скажу, что сейчас они будут выглядеть непрезентабельно. То есть мы их достаем. Все ненужное с них убираем. Трава нам это уже не нужна. Она все свои вкусы уже отдала. Все, отрезаем. Так. Так, все, я все лишнее убрал. Теперь у нас остается все это дело поджарить. Разогреваем сковороду на большой огонь. То есть максимально, чтобы начало дымить. Сейчас вот я только включил. Сейчас подождем, сковорода нагреется, добавим масло. Так, проверим сковородочку на нагрев. Все. Шарики у нас катаются. Сковородка готова к использованию. Сейчас у нас маленькая водичка выпарится. Все. Наливаем маслечко. Маслечко готово. Сковородка нагретая. Сковородку можно убавлять. Все, заряжаем наши стейки. В чем прикол был су-вида, что стейки сейчас будем жарить ровно по 1 минуте, не более того. Нам необходимо задать именно колер. Готовить нам их уже сильно не надо. Они уже внутри были прогретые. Так, итак, у нас прошла минута. Переворачиваем. Все, у нас появился красивейший колер. Теперь на другой стороне проделываем ту же операцию. Тоже ждем минутку. И будем выкладывать стейки отдыхать. Так, ну все, друзья, прошла еще 1 минута. Посмотрите, какие красивые получились стейки. Какие они были невзрачные, когда мы их достали из су-вида. И какая у них красивая просто корочка. Просто секс стала сейчас. Так, друзья, теперь наши стейки должны отдохнуть. Не рекомендую, как и в прошлый раз, их класть под фольгу. Отдают лишний сок. Но я по традиции их буду держать, пока они отдыхают, под копчением. У меня есть такая приблуда. Если у вас нету, ничего страшного, пусть просто отдохнут. Ну, либо купите такую штуку, она стоит недорого. В Озоне сейчас стоит, по-моему, порядка 2000 рублей. Просто обалденная штука вот для таких вещей, для стейков. Все. У нас штучка, наш дымогенератор заработал. Сюда теперь поступает дым. Если не хватает огня, можно добавить. Там работает небольшой вентилятор, он работает как печка. То есть необходимо полностью, чтобы покрыло там дымом. Ну, понимаете, сами побольше, чтобы ароматов
такого небольшого копчения стейки приняли, это будет просто бомба. Просто, ну, вы не представляете, как это вкусно. Все, ждем, грубо говоря, 3 минуты и будем нарезать. Так, все, друзья, у нас прошло 5 минут. Мы открываем наши подкопченые стейки. Сейчас мы их будем разрезать. Естественно, интересно, в какую же прожарочку мы попали. Так, что у нас там? Ну вот видите, весь смысл су-вида в том, что практически весь кусок, он сочный. То есть очень маленькая корочка, которая осталась сухой. В этом и был смысл того, что мы готовили его так долго. То есть в этом весь цимус этого мероприятия. В итоге, друзья, вот такая вот получилась красота. Ну, не бомба ли это? Ну, посмотрите, какое розовенькое, сочное, просто очень обалденное мясо. Всем приятного аппетита, готовьте так же. Готовьте для себя, для друзей. Все, всем пока.